Ну что, ребята, Джун собрал мне мой столик. На самом деле он у меня такой же, как у моей сестры в Самаре. Здесь вот наверху стекляшка. Вот такое зеркало я купила. Вот она я такая, под цвет всего. Это штору, которую я повесила, не отгладила. Еще Джун слишком близко прибила эти штуки, поэтому штора не доходит до конца. Очень стрёмно, но что поделать. Ладно, не хотим делать еще одни дырки, потому что я ее так зашторивать буду только, ну, ночью. А когда день, просто она у меня будет вот так. Может, сделаю какой-то закреп красивый. Вот, потом что еще? Мое постельное белье. Я его постирала, уже посушилось оно, и я его сразу надела. Вот такое вот выбрала. Не знаю, почему такое выбрала. Думала, вообще однотонное возьму. Ну, ладно. Все заправила. Красивенько. Жду. Хочу еще покрывало красивое. Но в Корее хорошие покрывала большие стоят очень-очень дорого. Поэтому я даже не знаю. А в Икее таких больших вообще нету. Ребятки, вчера мы собрали стол. Старый стол разобрали. Господи, на веранду вообще лучше не смотреть. Тут уже нужно перебирать все, вот эти коробки. Их можно выкидать, как я поняла, только в выходные, поэтому они здесь. И, в общем-то, да, мы собрали стол. Вот так вот будут стоять два компьютера, мы тут будем. Тут я буду там играть в Формулу-1, также монтировать видео и так далее. Единственное, стул огромный для Формулы-1. Придется куда-то прятать, вот сюда, что ли, я вот даже не знаю. Еще Джун пока не собрал свой этот, как его называют, такой комодик, куда можно будет все его книги и вот всякую наши кнопки до сих пор стоят упакованные от Ютуба. Вот, тут, как всегда, все в коробках и так далее. А вот эти коробки. Я жду, когда уже Джун тоже все свои книги соберет, заберет и так далее. И я еще заказала себе такой комодик для всей вот этой косметики. Наша спальня. Скоро я планирую убрать вот эти штучки. Я пока их оставляю, потому что для Нунцовика это новая лестница, новое место. И вдруг что? Поэтому пока это на полу, но потом я уберу. Кстати, вот эта подушка классная. На ней можно прям спать. Но она пока на полу лежит. Даже не знаю, куда ее приспособить. Просто она такого оранжевого цвета. И далее мой столик, собственно. Всем привет. Столик. Видите, я всегда в одном и том же. Я ее хочу, пока вот мы делаем такие работы, эту кофту до конца измызгать и уже постирать. Я вот так вот вчера тут тоже прибралась немножко, ну вот кроме вот этого, вот так вот. Все, если убрать, то красиво. Вчера нам пришли штучки, чтобы зеркало вот так как бы приставить и закрепить, но не получилось. Зеркало слишком тяжелое, а мы не хотим сверлить стену, вот это вот все тут, ну, лучше не надо, не хочу. Вот, поэтому я решила, ну, что уж, тогда будет просто вот так зеркало стоять. Под вот таким наклончиком. Я не думаю, что оно упадет. Вот, еще мне сегодня придет стул, и вот сюда, вот, как я уже сказала, такой комодик, куда я буду засовывать, наконец-то, всю свою косметику, открытую и неоткрытую. У меня очень много неоткрытой косметики и так далее, короче. Да, процесс идет. Я, кстати, заказала себе средство чистящее от Amway. У меня в России, ну, у мамы дома у нас был Amway. Мне, в принципе, нравилось, как он посуду моет и все такое, но мне, главное, нужно было какой-то раствор для пола. Я тут начала искать по Купангу, еще где-то все какое-то, либо супер дорогое, либо непонятное. Поэтому решила заказать Amway. Должен прийти, по-моему, завтра. Сегодня солнечно, но немножко прохладно пока, и сегодня очень вредная эта микропыль в воздухе. Вот, но ничего. Вот так вот. Домик тут немножко видно, вот этот. Но когда смотришь вот так, мне кажется, отлично. Горы даже видно. И впереди точно ничего больше не появится, никаких жилых комплексов, потому что вот здесь вот это все такая лесопарковая, лесная зона. Вот, и дальше, я думаю, ничего. Там уже, видите, опаты все стоят. Вот, так что вот такая вот красота. Я просыпаюсь, прям я очень рада, что я здесь.
Мы приехали к папе в ресторанчик, чтобы отдать ему пригласительное, чтобы он раздавал своим друзьям. И тут как раз прямо рядом есть Дайса, поэтому мы пешочком до Дайса еще сходим. И сразу Джун меня отвезет до дома, и потом, скорее всего, на автобусе поедет до спортзала. Вот, так что мы идем к папе. Брат тоже там, брат работает сейчас у папы. Дансенчик мне тут делает вкусняшку. Папины мандушки вот мне заворачивают замороженные, чтобы можно было их разогреть и съесть. Братишка делает вкусняшку вот, всякую. С собой я заберу. Что, ребята, я перетащила все коробки с косметикой, которые мне нужно разобрать к себе к столику, и сейчас буду заполнять здесь. Ну, в принципе, я думаю, если все правильно заложить, то может еще уместиться. Не знаю, буду стараться пробовать все это сделать. Что, представляете, все уместилось. Тут у меня всякие штучки для волос и фен. Не знаю, куда поставить свой Dyson. Может быть, он будет просто в той комнате. Здесь у меня всякие бренды, все подряд, если честно. Крем для рук и все такое. Ой, тяжеленные. И последний, это все Viti Cosmetic. Просто дофига. Ну, еще тут разные маски, не только от Viti Cosmetic, но масштабы поражают. Какую-нибудь масочку, что ли, сделать? Сейчас подумаю. Еще я рада, что я заказала именно бежевый стул. Мне кажется, смотрится очень мило. Еще как-то стул очень сочетается вот с этим комодом из-за того, что у них какой-то такой типа рельефчик. Вот, так что мне кажется, что все очень красиво и симпатично. Еще хочу сейчас помыть окно. Покажу вам кое-что. Ну, и вот таким оно стало. Мне кажется, намного лучше. Единственное, господи, вы видите вот эти грязные окна. Я уже не знаю, мне нужно купить этот автомат для чистки окон, машину такую, которая ездит. Потому что эти окна сводят меня с ума, какие они грязнющие. Кстати, вот там солнышко садится. Ой, как слепит. Ой, сорян, что я сделала. Господи, как показать-то? Ну, в общем, уже садится солнце. Скоро будет вечер, ночь. Папа наш не знаю, когда приедет. Да, не скоро еще. Не надо тебе тряпку, малыш моя. Кидарю, анде, джамп анде. Нельзя. Нет. Я замучилась отпаривать эту тюль. Одну правую отпарила уже, вот эту еще нет. Поближе, если посмотреть, то мне кажется, видно, что вот эта отпаренная более-менее, вот это еще разгладится, я думаю, она просто влажная. Хотя вот опять я вижу, где я не прошлась. Бесит. А вот это вы можете заметить, еще не отпаренная. Господи. Мне кажется, я уже минут 40-30 ее парю. Ну вот. К сожалению, не достает до пола. Прям, знаете, сантиметров 6. Очень жалко. Но что поделать. На Купанге длиннее не было, хотя я заказала на Купанге, оно уже пришло. И мы буквально на следующий день поехали в Икею, и в Икее были длинные. Но что, я уже не хотелось мне опять возвращать, еще что-то делать, поэтому будем радоваться тому, что есть. Кстати, кондиционер мы еще ни разу не включали, так как пока не аномальная жара в Корее, но думаю, скоро все начнется. Ну что, я закончила. Я думаю, она еще немножко повисит и станет совсем ровненькая, прямая, но уже намного больше заметно, что она отпаренная, чем она была. Я очень рада, что вот так вот все подошло идеально. Пофиг уж на этот пол, потому что днем все равно я буду это все раскрывать. Вот, ночью уже закрывать. Хотя еще светло, можно, в принципе, даже открыть немножко. Я не выдержала и решила, что соберу комод для Джуна сама. Но, представляете, я не могу найти от дрели штучки, которыми можно закручивать все, поэтому закручиваю вручную вот этим. На самом деле легкий комод, его очень быстро, мне кажется, я соберу, так что погнали. Ну что,
Я собрала и уже начинаю перетаскивать книги Джуна. Единственное, что это еще можно вот так прибить как-то к стене, насколько я поняла, но почему-то только 2 болтика есть, и я решила это не делать, вдруг Джун вообще не захочет, потому что дырявить стену опять как-то, ну, не камильфо. Поэтому пока просто перетащу все его книги, а там уже он пусть сам решает. Я заморочилась, но, в принципе, несложно его было собирать. Что пока что получилось у меня вот так. Это все Джун должен разобрать сам, потому что вот в этом мешке вообще просто огромное количество всяких проводов и так далее. Поэтому это я оставила на него. Пока что сделала просто вот так. Придет домой, будет разбираться. Ну, либо уже завтра. А я пошла отдыхать, я думаю. Я тут затеяла сделать лавашики. Вот намесила тесто, оно уже постояло. Я попробовала сделать первый лаваш. Представляете, получился. Я в шоке. Реально лаваш. Только надо побольше отрезать, чтобы он прям таким кругленьким получался, красивым. Я в шоке! Крутяк. Так, у меня вышло, наверное, лавашиков 13 вот таких небольших. Очень прикольно, очень легко. На икеевской сковородке отлично жарятся, прожариваются. Вот такие красавчики. Ну что, ребята, мне есть вам что новенькое показать. Во-первых, ограждение от Нонсоби. Джун все установил. Установил компьютеры, как он хотел, на специальных таких вот штучках. Компьютеры так, экраны выдвигаются. Вчера я уже играла в свою игрушку. Это тоже стоит здесь. Так что вот такое вот рабочее место. Кнопки до сих пор не знаем, куда поставить, повесить или что с ними сделать. Стены дырявить не хочется. Ну, в общем, вот так. Ой, мне, в принципе, нравится рабочее место. Вот так вот. Собственно, зачем перегородка от Нонсоби? Потому что это такие вот катающиеся стулья. А он постоянно где-то рядом с нами, что-то. И просто, чтобы не наехать на него, мы решили поставить. У нас с прошлой квартиры она. Что, Джун уехал на тренировку, а я тут у него в комнате немножко поменяла. Вот это вот штучка стояла в зале, у меня на ней книги стояли и все такое. Она, в принципе, нормально было, но она как-то дешевила зал с этим прекрасным дорогущим диваном. Я вообще в Икее видела такую, знаете, стеклянную красивую тумбу. Вот я ее очень бы хотела нам туда, поэтому я решила, блин, кнопки все равно некуда ставить, на стену вешать не хотим. Что-то, и решила, что еще у Джуна вот здесь вот все эти коробки из-под камеры и так далее. И решила, что это сюда, в принципе, неплохо впишется. И мне кажется, да, что я поставила все кнопки, засунула все, короче. И, собственно, вышло вот так. Мне кажется, нормально. Как вы думаете? Вот. Здесь у нас маски вот это вот для очков для Джуна. Вот. И, собственно, вот так вот будет. Возможно, вот этот стул буду выносить вот сюда куда-нибудь ставить, чтобы он тут не мешался. Но, не знаю, посмотрим. Сегодня у меня задача разобраться на балконе, а вернее, сейчас покажу вам. Коробки пока выкинуть не могу, но у меня уже вот в этом шкафу куча всего завалено. И уже, конечно же, все неаккуратно, потому что пока убирались, то все быстрее. Вот. И, собственно, хочу опять все вынуть и хорошенько засунуть, потому что вот это все тоже нужно засунуть. Желательно бы еще сумки для гольфа. Ну, короче, у меня, как всегда, есть работа. Теперь в зале вот так вот здесь пустенько, но я думаю, я что-нибудь придумаю, но попозже, не сейчас. Все книги свои я перенесу в свою комнату, покажу, как их расставлю и так далее, как бы во время уборки, так сказать. Вот эта вот штучка, не знаю, куда ее поставить. Возможно, поставлю ее как раз-таки вот сюда задвину. Подумаю, потому что сюда придет тумба для телека и телек. Еще я, пока вот мы приезжаем, убираемся и так далее, я просто в синяках, в ссадинах, вся просто в порезах, вот это вот просто адский ад болит, не могу нормально разгибать, потому что тянет кожу, ну, в общем, но
Сегодня так хорошо видно горы, смотрите. Вообще. Небо симпатичное, но неплохое. Не как вчера. Вчера вообще это микропыль ужас был. Готова показать вам свои старания. На самом деле тут ничего больно. Я не старалась, книги просто так поставила, потому что если поставить так, они могут свалиться. Дайсон я решила оставить здесь. А я вот такая сегодня в домашнем платьишке. Что касается веранды. Во-первых, я помыла пол во всей квартире и на веранде тоже. Единственное, что на веранде вот это вот не отмывается. Не знаю, что здесь такое было, что оно не может отмыться. А сумки притащила сюда. Эти коробки выкинем. Ой, сейчас открою. Стол мы также решили выкинуть. И, собственно, здесь вот так вот стало... Ну, более-менее чистенько. Всю остальную грязь я, так сказать, вывезла. Вот. Уж, конечно, теперь помыть всю эту квартиру, это не то, что в нашей старой. В нашей старой раз-два комната и все, и больше мыть-то нечего. А тут я, конечно, умудохалась. Еще на Нунсоби хотела безумно выпить эту воду с вот этими пузырьками. Я развела раствор, чтобы... Ну, там, антибактериальная вся такая вот, чтобы хорошо пол помыть. И в итоге его пришлось в комнате Джун закрыть за этой вот дверькой, чтобы он ничего лишнего непонятного не съел. Хотя, как бы, это безвредно. Вот. Так что пока я помыла, еще раз убедилась, что не зря я хочу робот-пылесос. Он, конечно, идеально не помоет, но такую вот более-менее чистоту в доме всегда поддерживать может. Поэтому я сейчас мечтаю о роботе-пылесосе и о роботе для мытья окон. Окон? Как правильно. Вот, надеюсь, скоро я и на это заработаю, так сказать. Вот. Что еще? Нунсоби прыгнул с дивана. Вот с этих боковушек дивана, чего я так боялась, он в итоге прыгнул. Конечно, все нормально, ничего с ним не это, приземлился на лапы, прыгал специально, захотел. Но ему вообще прыгать нельзя с его лапами, а тут он прыгнул. Короче, меня, конечно, мое сердечко раз остановилось, но все нормально. Он сам такой, типа, а чё, я захотела, я прыгнул. А потом на него... упал пылесос, господи. Вот там у меня сердечко не замерло, а реально остановилось, потому что мы уезжали с прошлой квартиры, и у нас к стене вот так была прикреплена штучка такая, на нее вот такой пип, этот пылесос закрепляешь, и он никуда не падает, никуда не девается. Конечно же, Джун ее забыл, я тоже ему не сказала. Вот, и в этой квартире у нас пылесос стоял в этой, знаете, ну вот две комнатки, где всякие запасы, стиралка стоит. И стоял просто к стене приложенный. Я пошла забирать белье, потому что оно просушилось. Открыла дверь, и, видимо, пылесос начал падать. Естественно, я спиной, я уже начала слышать что-то и поворачиваться, когда пылесос уже был на Нунсобике. Благо, опять же, все нормально, вот он рядом, бесится. Он, конечно, безумно испугался, быстрее побежал сюда на кровать, весь вот такой вот. Я думаю, неужели ему больно или что? Но в итоге все нормально, сразу дала ему вкусняшек, чтобы он свой стресс убрал. Вот он еще свой стресс своими любимыми вещами снимает. Ну, короче, господи. Я безумно рада, что он не упал на него самой своей тяжелой частью. Либо я этого не увидела, и все нормально, просто не знаю. Ну, короче, стрессанула я тоже ужасно. Так что да. И написала об этом Джуну, обо всем. Он сразу мне позвонил, он как раз закончил дела, сейчас будет отправляться ехать домой. И он позвонил, я ему рассказала, он говорит, все, сейчас постараюсь на Купанге либо где-нибудь найти эту штуку, которая присобачивается к стене, и на нее вот так вот можно спокойно этот пылесос повесить, поставить, не знаю, закрепить, короче. Потому что мы только переехали сюда, каждый день говорили об этом. Естественно, нифига. Также мы каждый день говорим о том, что нужно заказать Нунсобику это покрытие для пола. В итоге нифига. Один раз мы даже поругались из-за этого покрытия. Это, к слову, о том, что все думают, что мы не ругаемся, у нас идеальные отношения. Конечно же нет, ребята. Мы люди, мы абсолютно разные.
по характеру. Конечно же, мы тоже ругаемся, но мы просто как бы умеем разговаривать и все это решать. Ну, короче, и поэтому я надеюсь, что Джун сможет найти эту штуку для пылесоса, что мы наконец-то быстрее закажем покрытие для пола, для его лап. Потому что сегодня вот опять он сиганул с этого дивана. Не опять, а впервые он сиганул с этого дивана, но... Короче, вот так. Наверное, этот влог я закончу так, потому что уже, ну, он не очень длинный вышел, но все-таки я вам что-то показала. Мне кажется, в нашей квартире уже готово, не знаю, на 95% все. Я не знаю, остались, возможно, какие-то самые-самые мелочи. Поэтому не знаю, как они только появятся в нашей квартире. Я, конечно, еще буду снимать влоги, возможно, что-то из квартиры еще будет в них, но уже буду так готовиться к, знаете, такому хом-тур, домашний тур. Хотя, мне кажется, вы уже всю квартиру наизусть знаете, как что выглядит, как что там посем. Но кто знает, если вам интересен все-таки хом-тур, ну, куда ты нажал опять? Если вам интересен хом-тур прям такой, то скажите, и я обязательно его сниму. Еще вот я безумно хочу купить большое, красивое покрывало на эту кровать. Но в Корее это сделать очень сложно, не знаю вообще, что делать. Так что ладно, ребята, не буду уже вам ныть, буду ждать Джуна и монтировать этот влог. Всех целую.